Всем привет, с вами канал Календарь Рыболова, меня зовут Алексей. Как вы видите, за последние пару дней я хорошенько продвинулся с ремонтом землянки. Поклеил обои, поставил другие двери, установил окошко. Видите, как здесь стало светло. Печка замечательно работает, очень хорошо греет, я в футболке. Конечно, все поняли, что это шутка, я сейчас нахожусь дома, занимаюсь самолечением, пытаюсь избавиться от острой боли в спине. Лечусь я согревающими мазями и практически постельным режимом. Но, к сожалению, от такого лечения положительных результатов практически нету. Спина все так же продолжает болеть. И мне придется перейти на более серьезные препараты. Но так как в больницах сейчас огромный ажиотаж, очень много пациентов из-за ситуации с коронавирусом, я решил, во-первых, не отвлекать врачей от более серьезных пациентов. В аптеке я приобрел противовоспалительные препараты, обезболивающие, а также витамины группы В. Ну и сейчас буду ставить себе уколы внутримышечно. Но так как мой канал о рыбалке, походах, туризме и активном отдыхе, то я думаю, что многие зрители тоже активно принимают участие в такого рода мероприятиях. И такой навык, как постановка укола самостоятельно, может пригодиться в сложной ситуации. Достаем шприц из упаковки и устанавливаем иголочку. Так как я буду делать сразу 3 укола, я подготовлю себе сразу 3 шприца. Ну вот, шприцы подготовлены, теперь наполняем их лекарством. Первый готов. Второй и третий. Ну вот, шприцы готовы. Теперь готовим свою 5-ю точку. Берем спирт, ватку. Извините, что я к вам спиной сейчас буду. Ну вот, берем ягодичную мышцу, делим на 4 части и в наружную верхнюю часть хорошенько протираем от спирта. Для того, чтобы расслабить мышцу, лучше опереться на другую ногу, не в которую будете колоть. Тогда все, берем шприц и так достаточно быстренько вот как-то так. Буду по очереди. Витамин В, он самый болючий укол, поэтому я его оставлю на десерт, так сказать. Первый пошел. Вот второй, ну и самый болючий.
Ох и болючий. Все, где наша ватка? Ну вот и все, уколы поставлены. А я вам всем желаю здоровья. Очень надеюсь, что этот навык вам не пригодится. Но, в принципе, в жизненном багаже знаний он не будет лишним. Поэтому в каких-то сложных условиях, там где посторонней помощи ждать неоткуда, вы сможете помочь не только себе, но и каким-то близким окружающим. Ну, я полежу пару часов, дождусь действия препаратов и буду готовиться к завтрашнему походу к землянке. У меня еще есть кое-какие интересные новости. Чуть позже я включусь и покажу вам. Сейчас я нахожусь у себя в гараже. Прошло несколько часов после инъекций. Состояние, конечно, улучшилось, но я надеялся на более серьезный эффект от этих препаратов. Но все же лучше, чем от мазей от боли в спине. В общем, я здесь занимаюсь сборкой инструмента, заряжаю аккумуляторы к следующему походу. Потихоньку готовлюсь к завтрашнему старту. Ну вот обещанный сюрприз. Железный конь по совместительству чудо китайской техники. Этот зверь простоял у меня в гараже около 5 лет. Он был в неисправном состоянии. В последнем мотопоходе он сильно пострадал. Сцепление сгорело. Тросик передних тормозов оборвался. На задних тормозах стерлись колодки полностью. Ну а вот что случилось с задним колесом. Оно не выдержало запредельных нагрузок. Все спицы вывалились. В общем, на тот момент я не понимал, как его эвакуировать с места аварии. Потому что, опять же, это было в глухом лесу, в дебрях. И с такой поломкой было очень сложно эвакуироваться. А вот так он выглядел перед выездом в свой последний поход. Причем в ту сторону он отлично прошел испытания. 2 седаков, резиновая лодка, палатка и еще много туристического снаряжения. А на обратной дороге начались поломки. Сначала оборвался тросик переднего тормоза, потом сгорело сцепление и приходилось преодолевать все препятствия ходом, без остановок, чтобы не заглохнуть. И на очередной глубокой канаве маятник сильно изогнулся и колесо не выдержало. Все спицы выломались. Я считал, что мопед будет очень сложно восстановить. Но, как говорится, глаза боятся, а руки делают. И во время своего лечения я решил подлечить этого железного коня. Скорее не подлечить, а воскресить. После замены колеса я подровнял маятник, заменил тросики. И казалось, что основная работа сделана. Но не тут-то было. Мопед категорически отказался заводиться. Часа 2 я дыркал кикстартером, проверил искру, наличие топлива. Все на месте, а заводиться ни в какую. В итоге пришлось прибегнуть к помощи интернета. Как оказалось, нужно было слить из карбюратора старое топливо и залить новое. Я так и сделал, и мопед завелся с полоборота. Сейчас он, конечно, далеко не в идеальном техническом состоянии. Еще очень много недоделок, проблемы с проводкой. Не работают фары, один амортизатор. Так как я по дорогам общего пользования ездить не планирую, дабы не создать аварийной ситуации, чтобы никто не пострадал по моей вине, а буду ездить только по лесу на свой страх и риск. Надеюсь, он мне поможет с перевозкой моих вещей, продуктов питания и всего необходимого в землянку. Так что завтра я буду делать пробный выезд. Налегке, много вещей брать не буду, потому что я еще не совсем понимаю, как я буду проезжать вниз по оврагам и склонам. Там очень много завалов. По листве может быть достаточно скользко. Почему я снял боковой прицеп, так называемую коляску. Кстати, вот они, эти крепления. Пришлось их дорабатывать, приваривать дополнительные детали. Потому что с коляской не будет никакой возможности спуститься прямо к землянке.
Я думаю, вы видели в моих пеших походах, какие там крутые овраги, много завалов из деревьев. Я даже с трудом понимаю, как я буду проходить на одиночке. Но завтра я это узнаю. Поеду налегке, возьму только топор, ножовку, чтобы в случае завалов прорезать себе дорогу. Ну а после того, как дорога будет пробита, следующей ходкой привезу уже какую-то часть вещей. Что, попробуем завести эту технику. Подсос открываем. О, зверь машина. Ну а я с вами прощаюсь. Всем спасибо, кто меня смотрит. Увидимся в следующем видео. И это будет мотопоход к землянке.